первый корт, который дедушка сам построил. Папа всем угрожает, что этот корт закроют. Он также довел моего дедушку до смерти. А кто ваш отец? Бывший защитник СКА. На данный момент он является президентом Федерации хоккея Ленинградской области. Но причина, конечно, есть. Появилась женщина. И просто сделала из одного человека другого. Это моя квартира. Твоя квартира. Ты еще ничего не заработал. Она вас потащила за волосы. Когда я уже лежала, она меня била пяткой по лицу. Папа потом поднял меня и начал ремнем бить. И при этом она тренирует детей. И за границей, и в Питере на сборы ездила. А куда делась ваша квартира? Папа купил себе машину за 12 миллионов рублей. Редкий, подлец, тщеславный и жестокий. Папа говорил, что он хочет заколоть маму каким-то психотропным веществом. К нам приехала ваша адвокат Ирина Кот. Давайте ее позовем сюда и спросим, что же там сейчас происходит в судах. Добрый день. У нашей программы за 12 лет работы образовались свои принципы. Ну, скажем, мы редко берем в работу темы, где нельзя помочь. Ну, реально помочь в какой-то ситуации. И почти не снимаем истории, где представлена только одна сторона. Но сегодня решились, потому что вторую сторону мы звали. Не получили даже отказа. Мы получили полный игнор всех наших попыток. Сегодня в нашей студии Анна Покровская из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Расскажите, с чем приехали к нам в нашу студию? Я прошу о помощи и огласке о неправомерных действиях моего отца Покровского Валерия Александровича. А кто ваш отец? Он бывший защитник СКА. На данный момент он является президентом Федерации хоккея Ленинградской области, работает с детьми. Я хочу рассказать о неправомерных действиях касаемо моей семьи, то есть избиение, подделка многих документов. Он также довел моего дедушку до смерти. Я понимаю, что тяжело, но вы же приехали сюда для того, чтобы рассказать. Давайте начнем с самого начала. До развода родителей было все хорошо, то есть была идеальная семья. В каком году они развелись? Официально в 2016 году. А когда все началось? Все началось в 2015 году. На тот момент ваша семья из кого состояла? Я, моя мама, мой младший брат и папа. Сколько вам было? Мне было 9 лет. А младшему брату? Получается, мне было 6. Угу. Был день. Папа с мамой очень сильно поссорились. Я видела, как папа толкнул маму на диван. Я просто убежала в свою комнату, но я была в шоке, потому что я первый раз вижу, когда родители ссорятся. То есть они до этого даже не ругались? Нет, никогда не было такого. Я ушла в свою комнату, папа сказал, собирайся, мы пойдем в кино. Вот. И потом папа сказал, что мы пойдем ночевать к моему тренеру по художественной гимнастике, потому что с мамой сейчас нельзя разговаривать, они поссорились. Вот. То есть мне не было особо вопросов, потому что с детства я была больше привязана к папе. Вот. И я ему всегда верила. Так, и вы приезжаете домой к вашему тренеру? По художественной гимнастике Анастасии Васильевне, да, Павловской. А кто она сейчас? Сейчас она вице-президент ФСО созвездия спорта. Это связано с художественной гимнастикой. Она, получается, занимается детьми с инвалидностью, с особенностями. Вот. Но еще при этом она жена вашего отца нынешнего. Да. Так я вот именно про это и спросила. То есть Да. вы поехали ночевать к женщине, которая потом стала его женой. Да. Папа сказал, что это его подруга. Соответственно, мы переночевали, утром я поехала в школу, уже вечером я заметила, что они там целуются, что они вместе обнимаются, что Настя готовит ужин. То есть мы уже резко начали жить как семья. И он сказал, что Саша будет с мамой пока что, а ты со мной. Потому что папа всю жизнь тренер был хоккеистом, и я очень редко его на самом деле видела. Вот. И для меня это было такое сокровенное, когда папа там уделял мне время, внимание. Ну, и вы стали жить. Да. И они уже совсем не стеснялись и не скрывали свои отношения. Да. А каким образом Саша, брат ваш, оказался в этой семье через какое-то время? Получается, Саша был с детства ближе к маме, то есть Саша у меня болел неврозом, мама полностью им занималась всегда. А невроз у него откуда? Папа ударил Сашу клюшкой на тренировке, Саша тоже занимался
хоккеем, вот, и папа его ударил клюшкой, вот, и тогда как раз-таки вот мама обратилась к психиатру, она сказала, что у него невроз, вот, то есть у него прям такая тяжелая была стадия. То есть он Сколько ему лет было, когда папа его клюшку ударил? 5. Слушайте, ну вот смотрите, вы стали жить такие... да, как-то он оказался у отца, вы не Получается, ответили. 10 декабря, у меня было день рождения, 1 декабря, все было хорошо, у нас была, я говорю, идеальная семья, мне подарили там новый телефон, мы очень классно отметили мой день рождения. 10 декабря это все случилось, когда папа меня забрал к себе, и через неделю папа пошел забирать Сашу в детский садик, и все. То есть я помню первую неделю, когда мы жили вместе с Сашей, то есть это было под конец уже Нового года, вот, и то есть Саша неделю ничего не ел, Настя на него, Настя, папина жена, насильно на него запихивала ложку с едой. Вы просили вас вернуть маме у отца? Первое время нет. То есть, как бы папа сказал, что сейчас просто маме нужно побыть одной, чтобы А что он говорил Но про первое маму? время это сколько? месяц. Месяц не просились? Да. Когда мы начали проситься, папа начал говорить, что мама заболела очень сильно, у нее психическое расстройство, что она сейчас очень много пьет алкоголя, что она подсела на наркотики, она для нас очень опасна, поэтому пока она не выйдет такого состояния, она нас боится туда отдавать. Потом, когда мама пришла к нам в школу уже после новогодних праздников, Саша сказала, что что папа живет с новой женщиной, и мама сразу подала на развод. То есть мама не знала о том, что Мама он не знала. живет с вашим тренером по художественной Да. гимнастике? Папа говорил маме, что мы живем в отеле, что просто мы хотим так отдохнуть. Так, мама подала на развод. Дальше как события развивались? Получается, обычно же, когда подают на развод там, об определении места жительства ребенка, нас, собственно, мнение не спрашивали. Суд определил место жительства вас с кем? С папой. И 2-е и 4-е выходные мы должны быть у мамы. Папа исполнял решение суда? Нет. Ему было все равно на определение решения суда. Вы не ездили к маме? Я за все 3 года проживания с папой видела маму 2-3 раза. Скажите мне, а Анастасия-то это как к вам относилась? Вы нам до программы говорили, что и отец к вам руку прикладывал, и она била. Да, изначально месяц было все хорошо, то есть она была такой идеальной. Через месяц-полтора она начала как-то пассивно на нас давить, то есть она говорит, Саша очень похож на маму, и она начала говорить, что вот ты такой же урод, как твоя мама, что такой же сумасшедший, вот, потом... А у вашей мамы действительно есть диагноз какой-то? У нее есть справка поддельная. Как объясняла моя психологиня, она тоже психиатрией увлекается, то есть она дипломированный психиатр. Она сказала, что чтобы поставить шизофрению, нужно полгода наблюдаться у психотерапевта, проходить анализы, тесты. То есть Откуда у нее взялась эта справка, что у нее шизофрения? Получается, на суде при разделе детей папа предоставил эту справку. А где он ее взял? Видимо, он пошел, получил. Но изначально, в 2013... Без вашей мамы? Он не мог Пришел и это говорит, дайте мне справку, что моя жена шизофреник. давайте Так, мы что ли? у доктора спросим. Доктор, скажите, пожалуйста, как процедурно определяется такое заболевание, как шизофрения, и имеют ли право посторонние люди знать об этом диагнозе? Вот если все происходило так, то тут явное нарушение всех возможных просто норм и Мы пока оказания верим на медицинской слово, да, помощи, психиатрической помощи. Такие справки не выдаются на руки просто какому-то, неважно какому-то лицу, да, во-первых. Во-вторых, диагноз так не ставится. Нельзя просто так взять заочно, знаете, там и поставить диагноз. Получается, я могу пойти на соседа, взять справку, что он сумасшедший. Так не работает. Все-таки это принимается решение, правильно, да, это все такой длительный процесс, это наблюдение, это надо анализ проводить, реактивность и так далее. То есть это все не так работает, как здесь. Понятно. И раз в 3 года нужно подтверждать этот диагноз. Ну Вот. да. Но Так, В итоге он принес в Подождите, суд. ваша мама в клинике не лежала? Нет. Нет, поехали дальше, хорошо. Так вот... И мама о своем диагнозе узнала только на суде, Да, когда папа принес справку. да. Так, и дальше, вот как вы жили? Вот 1,5 месяца нормально, а потом начался ужас и кошмар. Сначала пассивная агрессия просто морально говорит, что мы тупые, что мы ни на что не способны. Я хорошо училась. У меня брат, он очень умный, он очень воспитанный, умный. Вот, и Саша тоже начал получать за плохие оценки. То есть если бы я получала там ремнем за 2, Ремнем? да. А кто бил Сначала вас? папа. Получается, я жила 3 года с папой, и, подвергалась насилию, но в 2018 году мы путешествовали по Европе, и конечной точкой стал Крым. То есть мы поехали в Крым, там были сборы для гимнасток, Настя тренировала там детей, вот, и там, собственно, меня очень сильно избил папа и Настя.
Почему? Что произошло? Папа уехал, и Настя попросила меня чайник поставить. А там чайник на газовой плите, а у нас всю жизнь как бы электрическая была. Вот. И я не услышала свист чайника и чуть не спалила как бы все помещение. Вот. И тогда мне Настя высказала, что я тупая, что я вообще даже чайник не могу вскипятить, что я вообще... Материться-то можно? То есть матом еще, да? Очень сильно. И все. То есть с следующего дня я думала, это какой-то прикол. Но я реально неделю, мне нельзя было выходить из номера, мне нельзя было ходить в туалет, только я бегала по ночам в туалет. Они думали, что раз я не пью, не ем, то мне и в туалет не надо. Вот она сказала, Вас реально не кормили, не поили? неделю, она, получается, во второй день, я так понимаю, что все покушали кашу, она свалила все остатки в одну тарелку, засунула под одну тарелку другие тарелки, просто принесла мне. Ну и, конечно, я очень хотела есть, я все съела это. Вот, и больше она не приносила. Люди вокруг начали замечать, что обычно я же бегала там во дворе, постоянно играла там с братом, я не начала выходить из номера. Вот, начали стучаться, спрашивать, вообще, что происходит. Я говорю, ну вот, меня наказали, мне нельзя выходить, нельзя есть. Мне начали люди подкармливать, то есть они приносили еду. Вот. И через неделю приехал папа, получается. Я думаю, я расскажу все, меня папа пожалеет. Жалко, что я ошибалась. Сейчас меня вызвали к себе в номер, поставили на весы. Они думали, что я похудею на килограмм 10 за неделю, что я ничего не ем. В итоге я похудела на 2,5 килограмма. Меня Настя взяла за волосы. Я упала, она меня потащила по всему номеру. Я так понимаю, что те люди, которые стали обращать внимание на то, что происходит, это люди не случайные. Вы там познакомились с женщиной, которую зовут Татьяна, верно? Да, она меня очень была поддерживала. как раз хозяйка вот этого. Понятно. То есть... Подождите, так а в этой ситуации она вас потащила за волосы по всему номеру, а папа? Папа сначала стоял, смотрел, когда я уже лежала, она меня била пяткой по лицу. Папа потом поднял меня, начал ремнем бить. А за что? Ну, видимо, Настя что-то наговорила про меня. Я почему начал вспоминать вернее, попросил вас вспомнить про Крым, потому что вот та самая женщина Татьяна вышла с нами на связь сейчас из Крыма для того, чтобы рассказать, да, о том, что она видела в тот момент. Слушайте, столько лет прошло, а вы плачете. Почему? У меня у самой детки. И я помню это как вчера, как будто бы это было. А что было-то, нам расскажите. Вот своим таким взрослым взглядом. Все-таки мы сейчас выслушали версию ребенка. Я наблюдала, как детки... Мой сын старший, ему сейчас вот 18 лет, тогда бегал с Аней, играл с Сашей, со всеми детками. А через время, примерно, может, через 5 дней, через неделю, сын стал говорить, мам, не видно девочки этой. Я стала ходить. У нас как бы совмещены дворы. Я могу пройти туда, как спокойно. Смотрю, а Аня сидит в номере, у них номер был на 2-м этаже, на кровати. Даже, один день, второй день не шевелится. То есть как солдатик сидит. Я начала с ней разговаривать, а она, боится разговаривать. Видно же, что ребенок запуганный. Потом, спустя какое-то время, она пошла водичку набирать. Я помню, как сейчас она шла с кучей тарелок, и там тарелки просто были помои. И она это кушала. Они на целый день, это Настя, она целый день оставляла ее одну. Они уезжали, тут недалеко, метров 300 от нас есть пансионат, они там сборы у них были. Отец Валерий тогда уехал, их оставил, поэтому Аня сидела постоянно одна. А когда Валерий вернулся, вы помните этот день? С номера доносились ужасные крики ребенка. И Анечка вышла. Вот фотографии, если она вам показывала, где она с побоями, это вот произошло после вот эти побои, и это фотографировала почему вы Юлия, почему вы в полицию не обратились тогда? Они сначала, когда я не знала, девочки мне потом рассказывали, что они хотели вызвать полицию, и когда Аня ко мне пришла, я тоже хотела вызвать полицию, но Аня очень просила не вызывать, потому что она боялась. А на следующий день они уехали. Резко? Да, они резко просто взяли и уехали, потому что, наверное, я так думаю, что поняли, что все люди вокруг поняли. Скажите, пожалуйста, а брат Ани, Саша, как себя вел? Был очень запуганный, знаете, вот у ребенка, по нему видно, когда у него что-то нервное, как нервный тик, или он запуганный, вот такой он. А это из-за чего?
Они, то есть, и на брата на вашего руку поднимали? Да, Саша на самом деле еще больше получала, чем я, потому что Саша очень похож на маму. И Настя за этому прям очень сильно плюсовала. Я помню самое страшное, что было, когда папа постоянно Сашу учил по стрелкам брюки вешать. Вот, Саша не умел, потому что как бы всю жизнь мама ему вешала брюки. И папа просто один раз психанул, взял ремень, ему по голове ударил. Татьяна, спасибо вам большое, что вышли с нами на связь, поддержали девочку. Да. Всего вам Анечка, доброго. все будет хорошо. Удачи. Да, до свидания. А вот Настя Сашу тоже била? Да, так она сначала, и мне, если меня впервые начала папа бить, то Настя Сашу впервые начала бить. Вот. Слушайте, а ведь у нее был свой ребенок. Да, старшая дочь Полина, Сколько ей было лет? она старше меня на 3 года. Ага. Она жила с вами? Нет, она жила в интернете в Иваново. Почему? Ну, Настя ее туда отдала, сказала, чтобы она чемпионкой выросла в художественной гимнастике в Иваново. То есть она не жила с вами никогда? Нет, она приезжала только летом, и вместе мы отдыхали. То есть А вот когда вы вместе были, когда вы отдыхали, она как к своей дочке относилась? она Полину постоянно называла жирной. Я помню, как она била скакал. Кстати, дедушка мой, царство ему небесное, когда приезжал, он Настю останавливал, когда она била Полину скакалкой. Но когда я помню, когда телефонные звонки, когда там Насте же сообщали, когда Полина поправится или там что-то еще, там плохие оценки, она звонила, ее таким матом крыла, говорила, что она вообще должна сдохнуть. Слушайте, я так понимаю, что это отношение, в принципе, и к вам, и к своей родной дочке, да? И при этом она тренирует детей? Ну да, она тренировала все эти годы детей за границей, и в Питере на сборы ездила. С таким отношением? Слушайте, а вот когда вы вернулись после этого Крыма в Санкт-Петербург, что было? Я думала, что по приезду в Питер все изменится, там меня простят или хотя бы извинятся, ну хоть что-то будет. В итоге вот мы приехали ночью, я позвонила Татьяне, она сказала: Анечка, ну беги к маме, потому что она не может быть сумасшедшей. Ну я же была уверена, что мама сумасшедшая, что она наркоманка. Так я приняла решение, что лучше я буду жить с наркоманкой, шизофреничкой, чем вот так меня будут бить. Вот. Утром я взяла запасные ключи, я пошла к маме в тапках, получается, забрала свой загранпаспорт, когда все вышли из квартиры. Вот. Через час я примерно... А брата звали с собой? Да, я позвала Сашу с Хвоей, сказала: Саша, пойдем. Как бы. Он сказал: нет, я верю папе. Угу. Он остался с папой? Да. А вы убежали к маме? И как мама вас приняла? Мама сначала была в шоке. Первое, что я ей сказала, что мама в опасности, что нам нужно бежать, потому что папа, когда я жила с папой, папа говорил, что он хочет заколоть маму каким-то психотропным веществом и посадить ее, ну, продать все квартиры и посадить ее на крайне, чтобы приходила к ней сиделка, контролировала ее. Мама спросила, что со мной, она не поверила, что мне папа избил, потому что, как бы... При ней такого никогда не было? Никогда такого не было. А я говорю: мама, я реально тебе говорю, что это папа избил. Мне просто, я говорю: мама, поверь мне, мы сразу поехали снимать побои, писать заявление в полицию, в Следственный комитет. Но никакого результата не было. Нам сказали, что не будут возбуждать уголовное дело. Почему? По факту, потому что не сильно тяжкие избиения. А вы начали рассказывать нам о том, что ваш отец не остановился только на этом, что он подделывал документы, в том числе справку, как я понимаю, о состоянии здоровья вашей матушки, которую он в суде предъявлял. Да. Теперь вот еще вопрос. Вы потом сказали, что он подделывал документы для того, чтобы недвижимость себе отжать. Какую недвижимость он отжал? Почему вы считаете, что он сделал это по поддельным документам? Получается, когда мы жили все вместе с родителями, у нас было 4 квартиры в центре, 2 квартиры на Невском проспекте напротив друг друга. В одной большой квартире, почти 200 квадратных метров, мы жили с семьей, ну, то есть мама, папа, я и брат. Напротив дедушка с бабушкой. То есть они нам помогали, то есть тоже участвовали в нашей... Дедушка с бабушкой — это мамины родители? Да, мамины родители. И было еще 2 квартиры. То есть 3-комнатная мама, которую мне купила, чтобы 18 лет мне исполнилось, я спокойно жила. Там буквально 10 минут идти. И 1-комнатную квартиру для моего младшего брата, чтобы когда исполнилось 18 лет, он жил отдельно. Вот. То есть он позаботился о нас всех. И все эти квартиры оформлены на папу, кроме одной, 1-комнатной дедушки бабушкой. Но при этом, когда они покупали квартиру... Они были в браке? Да, они были в браке. То есть это было все совместно нажитое имущество? Угу. Но Каким боком это все досталось ему? по брачному договору, который откуда-то появился... А ваша мама не подписывала брачный договор? Мама ничего не подписывала. Этот брачный договор составлялся якобы в Москве. А мы жили в Питере всей семьей. Угу.
То есть по этому брачному договору, поскольку то, что было из нажитого в браке, было записано на него, все это ему и отошло, верно? Да. А что за история была, когда вы пытались проникнуть в квартиру, а он вас не пускал? Мы жили год напротив папы. Мы до этого снимали квартиры, когда скрывались. То есть мы очень скрывались до судов, определения места жительства меня с мамой после избиения моего. Папа уже пытался, он следил за нами. То есть чтобы меня забрать. Мы год жили напротив папы, я поняла, что это уже невыносимо. Как бы почему он живет 5 лет в этой квартире, не платит коммунальные услуги, там задолженность более 1 000 000 рублей. Он принципиально не платит. Вот. И мама списывает все деньги с карты. И я приняла А решение... почему с мамы? Я не знаю. Вот, 1 176 000. Папа не платит вообще ничего. Когда мама жила после развода в этой квартире 3 года, она платила каждый месяц по 25 000 ЖКУ. Все чеки, все... Погодите, но эта квартира кому сейчас принадлежит? 1/2 мама, 1/2 папа. А, до сих пор. До сих пор, да. То есть И вот вы в эту квартиру пытались, как дочь собственника, войти. Да. И по доверенности от мамы. Мама Поскольку вы снимали все на телефон, давайте посмотрим, как у вас это получилось. Документы можно? Чего хотим? Я хозяин квартиры, собственник. Вот тоже когда чтение. Привет. Я сегодня Давай. А что ты трогаешь? Сходи, сходи. Иди одна, Сходи. ты с вещами Сходи. пришла. Собирай вещи, какие вещи? Заходи. Какие маме вещи? Маме мои вещи. Какой мама вещи? С какого года здесь не живешь? Я дезинфицирована твоей больной мамой. Меня трогать не надо. Руки убрал. Какой? Это моя квартира. Твоя квартира. Твоя? Ты еще ничего не заработала. Твоего ничего не До свидания. А ты договор купли-продажи читала? Я читала. Твоя мама мошенница, которая купила. 159 статья УКРС. Подделка брачного договора. 160 УКРС. Красный Да что? городок. Да? Молодец. А экспертизы ездили, осудили? Да. Да. Ты не... Ты Я здесь прописана. Закончили. И что? Заходи. Так ты здесь не Я не живешь. веду. Он ее забьет. Он ее забьет. Так, что-нибудь знаю. Я еще раз поясняю вам. Дверь мы не выламываем. Нет, не нужно лежать. А вы с папой общались? Папа только что тоже общались. Папа сказал, вот, одна дочка заходит, забирает вещи и все. А не все в табуну. А вы понимаете, что это... Так отреагировала полиция? Слушайте, а его вот эта новая жена, она себе такие вещи позволяла говорить, да кто ты такая, ничего не заработала. Эта квартира давным-давно продезинфицирована после твоей сумасшедшей мамаши. Это что такое вообще? Ну, я И это говорю- детский тренер? Да. Вы нам сказали, что вы почему-то отца своего вините в смерти его отца. Да. А почему? Получается, и дедушка, и Саша, и папина папа мне общалась 7 лет, потому что я думала, что он на стороне папы. Вот, и мне залетело видео в социальных сетях, где мне писал мальчик, что он тренируется у моего дедушки. Я сразу попросила контакт. А дедушка тоже тренер был, да? Да, дедушка у меня ему было 75 лет, он тренировал 54 года по хоккею. Вот. И получается, я с ним не общалась, позвонила, я говорю: дедуля, привет. Он говорит: здравствуйте, это кто? Я говорю: это твоя внучка Анечка. И он просто разрыдался в трубку от счастья. Вы нам на месте рассказали и показали, как проходили похороны вашего деда и что вас там возмутило. Давайте посмотрим. Я приехала раньше, приехал папа со своей женой и в масках, без цветов. Их окружили охранники. Мы попытались тоже зайти, потому что мы тоже как бы с людьми родственники близкие. Нас не пустили, то есть Настя, папина жена, развернулась так вот, сказала: их двоих не пускайте. И стали в ряд охранники, и нас туда не пускали. Мы стояли, ждали, когда нас либо впустят, либо он выйдет. Вот и в этот момент просто папа выходит с этой оравы охранников и сразу бегут в лифт. Было 2 двери, оказывается. Они шли через черную дверь из этого зала, сразу выбежали. Папа сказал, что не будет никакого поминального обеда, поэтому родители воспитанников дедушки сами собрались вместе, сами все организовали, заказали еду. Это корт, который дедушка сам построил. Папа всем угрожает, что этот корт закроют. Он угрожает тренерам, что если они будут плохо о нем отзываться, а именно о самом папе, то он сделает, и он приложит все усилия, что этот корт закроет и их снесят с должности. Ваш дедушка другой по маминой линии приехал к нам в студию. Как раз-таки он же жил напротив вас, Да, правильно да. же? Да, а вот для чего приехал, сейчас у него и спросим. Владимир Николаевич, идите к нам.
Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы нам хотите рассказать про своего бывшего зятя? По фактам все стало ясно вот за последние все года. Убедился, что редкий подлец со связями. Тщеславный и жестокий. Как он относился к вашей дочке? К дочке относился поначалу. Я почему и принял ее в семью, что видел, как он просто лелеял, глядя на нее, млел. И так, в принципе, длилось достаточно долго. Достаточно долго, да. Было вполне нормальное доверительное отношение. Все. 6 лет они прожили без детей, он лечился. Вот. Потом появилась вот у нас радостная весть. Это они сколько прожили с вашей дочкой? 6 лет без детей. Потом они поссорились, когда вам было 9. То есть они вместе-то лет 15-16 были, да? Прожили 15 лет, да. Слушайте, а когда вот все это начало происходить, вы после этого с его отцом виделись? С его отцом я виделся поначалу на свадьбе, потом после этого он приезжал посмотреть внуков, внучек, а потом уже вот после развода и прочего встречаю его во дворе, он гуляет с Сашей, Саша на велосипеде катается. Я подошел и говорю: Александр Аркадьевич, а ваш сын подлец. Ну, вот вы не совсем правы, говорит. Он супер подлец. Так было неожиданно, как бы я считал, что он на противоположной стороне, а вдруг он такое выдал. Вы знаете, в нашем распоряжении видео есть, которое Александр Покровский записал для Ани. И Дедушка ваш. Да, дедушка. и там он говорит про своего Отец сына. вашего отца. Да. Там он очень четко артикулирует все, что он думает по поводу своего сына. Давайте посмотрим. То, что я имею, прикусил сокровище 9,8 метра. Остальное из нее твоего папы. Дом, в котором мы с ним прописаны были, мне дали как хорошему тренеру и работнику, и активному общественному деятелю. Оказалось, что у меня на руках есть выписка из БТИ. Вроде как у меня есть жилье. Но на самом деле папа Валера продал его, чтобы было заниматься этим подлецом после работы, ездить на тренировки, лед убирать, заливать его, полигон создавать, чтобы были у меня команда, вот тренировался в них, дополнительно набирая мастерство. Здесь он неплохой мальчик был, но превратился в такую дрянь, которую трудно еще где-то найти на белом свете. И убедилась, что папы бывают разные. Хорошие, плохие, а бывают вот такие. Вот даже оценку дать нельзя, какой он. Папа и как человек, и как сын. Он где может, там я попытался замирать. Тренер, инвалид, без образования. Вот в итоге жизнь прожил ради этого подлеца. Получил то, что имею здесь. А что значит, что ваш папа его обокрал? Куда делся этот дом? Как он его мог продать? Получается, у дедушки была квартира, мы дали как хорошему тренеру, и там была двухкомнатная квартира в Екатеринбурге, и папа ее просто продал. Я когда спрашивала у друзей дедушки, они сказали, что просто подделал подпись. И потом папа звонил в Федерацию хоккея Свердловской области и просил дедушку отстранить от тренировок, потому что дедушка сумасшедший, что он инвалид без образования. В итоге-то скажите нам, пожалуйста, я просто сбился со счета уже. Сколько имущества он таким образом присвоил? И с чем вы остались в итоге? Лично я ни с чем. А куда делась ваша квартира? Папа продал, купил себе машину за 12 миллионов рублей. Получилось, что вся недвижимость при Покровских, а Покровский подделал все документы, и осталась только в собственной Наталье это однокомнатная квартира. Смотрите, я так понимаю, что сейчас дело в судах, верно? Да, сейчас я разделяю ордера по квартире. Как раз-таки это видео я приложила в заявление в полицию, в заявление исковое суда. Я хочу разделить ордера по квартире, разделить счета. Это по той единственной квартире, где ваша мама еще обладает 1/2 Да, долей. да. А Ну все там остальное... же миллион долго. А все Да. остальные? Все остальные все. Папа продал. Понятно. Другую квартиру. Что он на Настю переписал? К нам Папа, Настя на приехала папу. ваша адвокат Ирина Кот. Давайте ее позовем сюда и спросим, что же там сейчас происходит в судах. Здравствуйте. Здравствуйте. В каких судах вы сейчас и на какой стадии? Чего хотите добиться, главное?
Что мы хотим добиться? Мы хотим добиться возобновления вот этих проигранных судов по брачному договору, по выделению 1/2 доли квартиры в натуре, вот, в которой сейчас проживает Покровский. Также мы хотим добиться возбуждения уголовного дела по истязанию Анечки и Сашеньки. Ну, начнем с самой первой истории, да, когда по брачному договору. Значит, когда Наталья Владимировна подала иск о разделе совместно нажитого имущества, Валерий Покровский принес в суд брачный договор. Сам брачный договор был составлен в городе Москве, насколько я помню, и нотариусом Ануровой. Когда мы стали копать в эту сторону, потому что Наталья Владимировна отрицала, что она подписывала данный договор, говорит, ну, во-первых, мы проживали на тот момент в городе Москва, в городе Санкт-Петербург. Зачем брачный договор ехать составлять в Москве? Москву, да, странно. Да, если у нас как бы нотариусов тоже хватает. Он говорит, я никуда не выезжала, я ничего не подписывала. Мы стали копать в эту сторону, узнали, что этот договор был заверен нотариусом Ануровой, и как бы в интернете были статьи, что она была привлечена к уголовной ответственности за махинации с недвижимостью, именно вот с квартирами, и потом была осуждена, то есть суд ее признал виновной, она отбывала наказание. Так а в итоге я не понимаю, что суд это все во внимание не принял, почему вы проиграли-то? Что это за справка? Ни на одного довода суд не реагировал. Подозреваю, что на тот момент еще не были выяснены обстоятельства вот с нотариусом Ануровой. Что бы я вам рекомендовала сделать для того, чтобы вам отстоять, с учетом того, что действительно очень много прошло времени? Во-первых, брачный договор, который у вас есть, проведите почерковеческую экспертизу и установите, что подпись на брачном договоре не принадлежит вашей матери. Это будет основание для пересмотра по новым вновь открывшимся обстоятельствам и даст уже в дальнейшем пересматривать договоры, которые были купли-продажи и так далее. Ну и с учетом вот той информации, которую вы выяснили по поводу этого прекрасного нотариуса, который там все заверяет, потом немножко присел. Дальше нужно разобраться с диагнозом. Я бы рекомендовала обратиться в суд за установлением юридического факта. В этом суде пройти экспертизу психолого-психиатрическую вашей маме, чтобы установили ее дееспособность, чтобы это все было аннулировано. В дальнейшем это также будет основанием для пересмотра по новым вновь открывшимся обстоятельствам. Мы со своей стороны чем можем, поможем, потому что ситуация из ряда вон выходящая. Это просто как бы ужас. Спасибо, Ирина. Тетя Аня, Наталья, хотела приехать к нам в студию, но по объективным причинам не смогла этого сделать никак. Но поговорить захотела. И вот мне кажется, у нее есть ответ на вопрос, да, кто же там за вашим папой стоит и кто за эти ниточки дергает. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Все хорошо? Спасибо, да, все в порядке. Замечательно. Я так понимаю, что когда вот Валерий начал преследовать свою бывшую жену с попытки второй уже отобрать детей у нее, это вы, да? Вы прятали их по съемным квартирам, верно? Да, все верно. Я была рядом, я стояла у истоков всей этой истории. Я видела весь беспредел, который творил Анин папа. Мы были в шоке от того, как это вообще могло произойти. То есть семья жила, все было хорошо, никаких предпосылок вообще. То есть и тут вот ни с того ни с сего вот такая история. Так не бывает ни с того ни с сего. Ну, причина, конечно, есть. Женщина, да, появилась женщина. Потому что, как мужчина вот в моменте просто взял и поменял это просто, все свое отношение к семье, к детям, к женщине, которая как бы рожала ему детей. Они вымаливали этих детей, они вымаливали в церкви. У них был очень образцово-показательный брак, понимаете? Поэтому мы в таком шоке. То есть у них все было хорошо. Вы считаете, что это Настя постаралась и просто сделала из одного человека другого? Я не могу утверждать, конечно, сами понимаете, я утверждать не могу, но так все складываются обстоятельства. Слушай, ты не видел, что ли, на видео, как она стоит и орёт, я видел что... на видео, да. Спасибо, что вы вышли с нами на связь. Выздоравливайте. И надо заметить, что не только вы так считаете про эту нынешнюю его супругу. У нас есть фрагмент голосового сообщения как раз вашего деда, отца Валерия, умершего, про Настю. Давайте послушаем. Не могу простить, как она относится. Она тебя как оскорбляет. Она оскорбляет меня. Она мать подтолкнула к могиле 100%, лет на 5 раньше.
И поэтому я буду до конца, они публичные люди, пускай люди знают своих героев и антигероев. И таких тварей, как Настя, вот это, я говорю, Валера, что я ей плохое сделал, почему она так относится, вот. Что я тебе плохое сделал, если ты ведешь себя так. И у него вся жизнь обман получается. Крестится правой рукой и левой, это самый кукиш держит в кармане. И где-то он с ней замазался, она его держит. Я хочу еще раз обратиться к Валерию. Ни вы, никто из ваших помощников, никто из ваших менеджеров говорить с нами не стал. Объявили нам бойкот, но эта программа все равно выйдет в эфир. Но у вас всегда есть возможность позвонить сюда, к нам, и сказать, я хочу высказаться, хочу свою точку зрения представить. 24 часа на 7. Ваш звонок будет принят. Приходите, мы запишем все, что вы хотите сказать, для того, чтобы картина была полноценной. Анна, во-первых, хочу выразить такие слова все-таки восхищения вами, потому что на столь юном возрасте вы не сдаетесь, и мы даже на видео видели, как просто на амбразуру бросаетесь на закрытые вот эти двери, защищаете свою мать. Столько фактов вами сегодня было озвучено, которые, ну, никак у нас не состыковались в голове. Я думаю, будут очень интересны Следственному комитету. Мы подавали в Следственные комитеты. Российской Федерации? Да, Российской Федерации. Какой у вас ответ пришел? Никакого. Ну, никакого. Давайте мы запросим. Может быть, нам придет ответ. Обычно приходит. Вот с этого начнем, а дальше будем уже по ходу развития событий. Спасибо большое. Анна, хочу тоже присоединиться и сказать, что вы большая молодец, и вам огромное спасибо за смелость, потому что вы такую актуальную тему подняли, с которой мы, психологи, очень часто сталкиваемся в работе, когда мы ведем разводы. Огромное количество женщин сталкиваются с подобными ситуациями при разводе. Потеря имущества, потеря детей, огромное количество судов, огромное количество несправедливости. Поэтому вы с мамой большие молодцы, что вы не опускаете руки, что вы боретесь. И вот и вам, и всем женщинам, которые в подобной ситуации оказались, мне хочется сказать, что нужна поддержка обязательно. Нужна поддержка, нужна огласка, чтобы вы понимали, что вы не одни в этой ситуации. И я думаю, благодаря этой передаче ваша ситуация решится положительным исходом. Спасибо большое. Я что хочу сказать, Валерий, скорее всего, вам. Сейчас, убрав эмоции, рассказ вашей дочки, достаточно эмоциональный, со слезами, в него можно верить, можно не верить. Каждый зритель вправе выбирать. Но есть факты, которые сегодня в этой студии были показаны. Мне было достаточно посмотреть видео, как к вам пришла ваша дочь. Абсолютно точно, что бы ни сделал ваш ребенок, принимать ее так нельзя. Позволять своей новой жене кричать ей то, что она кричала, это факт, который мы наблюдали. И в него невозможно не поверить. И так себя отец вести не должен. Точка. Тяжело достаточно сказалась потеря брата. И я хочу признать его брак фиктивным. А ребенок в браке родился? Брака еще не было. Это несправедливо, что все выплаты достались ей. Просто взяли и как-то нажились на смерти моего брата. И кто будет наследником в таком случае? Если остаюсь единственным кровным родственником, то я. Он был моей самой большой и единственной любовью. Тут же пошли, легли в кровать с другим мужиком. Моментально от него забеременели. Есть ощущение, что вы очень любите деньги. Причем тут деньги? Когда Юра погиб, мы его не опознали. Я его познал по линии роста волос, по зубам, по ногтям. А я еще опознал по пупку, Кирилл. По пупку я его тоже опознал, потому что это мой брат. Он знал, что ребенок не его. И он сказал, да пофиг. Да. Да, вот так он сказал. Вы нагло присвоили себе деньги, которые вам не принадлежат. Раз, так еще и 2 пенсии оформили. 2. А как биологический отец вашей дочери отнесся к известию, что отец именовал? Ну, есть и есть ребенок, нет и нет ребенка. Он приехал к нам в студию.